Ребята, приветствую вас на канале Рыболов Копатель. Приехал в лес. Сегодня мы с вами не на поселок идем. Сегодня будем гулять по лесу. Вовсю идет весна и опыление. Хотел пораньше сегодня выехать, но что-то бытовые вопросы заставили задержаться. Поэтому приехал чуть позже обычного. Времени не так уж много. Часа 3-4, наверное, есть у меня. Так что будем чего-нибудь с вами искать по лесным тропам и дорогам. А может быть, места военных немецких лагерей, разбитых на опушках, которые уже поросли деревьями и кустарниками. Говорят, клеща здесь не так много. Ну, на этой стороне его действительно меньше, потому что тут суши, песчаная почва, мох. Как-то, насколько я помню, особо изобилия клеща здесь не было. Так что будем лазить с Божьей помощью и с вашей поддержкой. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем приятного просмотра. Чей-то хабарок лежит. Значит, мы на правильном пути, ребята. Идем дальше. Под деревом цветной сигнал и выкапываю. Ой, не помню, это, по-моему, обойма от какого-то французского то ли карабина, то ли винтовки. Сейчас почистим ее. Сегодня жарко. 20 градусов обещают. 36-й год, похоже. СМ-1. 36-й год и звездочка. Могу ошибаться, но, по-моему, да, что-то не немецкое. На бруствере блиндажа сигнал цветной. И смотрите, наконечник какого-то ремешка. Сейчас почистим его, посмотрим, вдруг что там будет интересное. Не увидел никаких клеем, ничего. Почва, посмотрите, какая. Песок. Песок, друзья. Батюшки мои. Здесь же рядом, дальше точнее, сигнал шел. И мне кажется, это, ребят, ножны были. Это были ножны 100%. Потому что, смотрите, это один комплект. Совершенно 100%. Сейчас мы вторую часть почистим. Может, и тут будут клейма. А вот он и сам кожаный элемент.
Сейчас почистим все и соберем воедино. Кто знает, от чего, пишите. На неделе подписчик в гости заезжал. Виктор, привет тебе. Кодовое имя Че Гевара у него. Привез мне упаковку минеральной воды. Знает, что очень люблю просто минералочки на копе попить, друзья. И вам всем желаю и призываю вас к трезвому образу жизни. Ваше здоровье. Виктор Че Гевара. Дверной замок, похоже. Пошел я дальше с того блиндажа. Вот сигнал был и по частям вылетает, наверное, фонарик. Еще зеленая краска сохранилась. Видите, снизу бирочка какая-то. Я так полагаю, что фонарь был. Выполз погреться на солнышке. Скоро много их будет, ребята. Не будем беспокоить, пойдем дальше. Они на своей территории. Смотрите, ребят, кусок брони, блин. Толщина просто. Ой-ой-ой. Весит, блин, 35 килограмм, наверное. Под деревом сигнал практически верховой. И смотрите, смотрите, друзья, это же штык, я правильно понимаю. Самый настоящий штык. От аккумулятора
дороги. Сигналов очень много. Эти запчасти всякие. Инструмент, кусок шлема. Друзья, а вот это уже очень интересная находка. Просто в шоке. Вот такое я найти никогда не ожидал. Смотрите. В дороге сигнал. И смотрите, ребят, вылетает циферблат часов. Циферблат часов. Да не просто часов. Это Rolex. Ребята, это циферблат Rolex. Посмотрите, это винтажные Perpetual Day Date. Друзья. Это винтажные часы. Сейчас надо позвонить будет. Это Rolex, ребята. Стопудово военного периода. Потому что хлама здесь вот много в дороге звенит. Сейчас позвоню, может будет и корпус. Это было бы здорово, конечно, очень интересно. Круто. Пока что оплавыши какие-то. Но вы ведь понимаете, друзья, что роликсы, они скорее всего из драгоценного металла. Странно, что монет совсем не попадается, хотя пуговки ритузные то и дело выскакивают. Пойду дальше по дороге и вдоль дороги проверять участки. Не переключаемся, друзья. А Rolex все-таки, блин, раскатали, тут раздавили. Жаль, не удалось найти корпуса от часов. Было бы интересно, конечно. Но я не сомневаюсь, что это винтажный старинный Rolex довоенного периода. Лошадиные упряжи. Элемент. Скоро все зарастет. И комарик полетит, друзья. И будет вообще жесть. Так, пару клещей скинул с себя после кустов. Ну, в принципе, то, что их тут много, нельзя сказать, как и предполагалось. Пока ходим еще, ищем что-нибудь. Зацеп, что ли? Ага. О, вот и монетка первая. Наверное, десятка цинковая. Сейчас латушкой нашей почистим. 40-й год. Цинковая десятка. Что-то подушатала ее как-то. Ну что, друзья, буду потихоньку заканчивать. 3 часа пролетело просто как 10 минут. Спасибо всем, кто смотрел. Давайте подведем итоги и будем отправляться к автомобилю. Такой результат на сегодня. Штык. Попался. Зацепчик. Единственная монета. 10 пфенигов. Всяческие противогазные дела. Пробка. Циферблат винтажного Rolex. Rolex. Perpetual Day Date. Думаю, дорогие часики были, ребята. Обойма, вот это вот. И ножны от неизвестного мне штыка. Кто знает, пишите.
такой набор. Ну и цветняшка. Все мы уже знаем с вами, друзья, то, что часы и прочие приборы военного периода могут содержать на циферблатах светомассу постоянного действия с содержанием солей и радия, что, конечно же, косвенно, но может представлять некую опасность для здоровья. Дозиметр сел, к сожалению, но есть Powerbank. Я поставил на зарядку его. Сейчас чуть прокатимся с вами и замеряем радиационный фон на циферблате Rolex военного периода. Тем не менее, температура за бортом 25 градусов. Представляете, на солнышке. Есть дозиметр. Давайте проверим, друзья. 0,05 микрозиверт в час. Вот она, наша находка. Роста нет, поэтому все нормально. Это совсем не означает, друзья, что нужно непременно закидывать циферблат в рот и начинать его там тасовать. Но перед тинейджерами похвастаться теперь можно. И я находил циферблат от настоящего старого Rolex. Ну, а с вас, друзья, кто найдет, что это за модель была часов, респектос вам. Спасибо за просмотр. Всем пока.